Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как связать вот такую шапочку. Сама шапочка вяжется спицами. Помпон вяжется крючком. У шапочки двойные ушки. И вот вы увидите, как вязать такой шнурок, завязку. Хочу выразить огромную благодарность Симе Пекер, модератору группы Академии вязания на сайте Одноклассники, за неоценимую помощь в вязании данного головного убора. Вязать я буду спицами номер 3. Вязать я буду сразу 2 шнурка одновременно. Набираем на спицы 3 петли от одного конца нити и от другого тоже 3 петли. Теперь одну спицу вытаскиваем, передвигаем вязание на противоположный конец спицы. И вяжем лицевыми петлями. Опять передвигаем на другой конец. Провязали. И опять передвинули. Итак, мы должны шнурки вязать длиною 20-25 сантиметров. Вяжем самостоятельно. Перед тем, как начинать вязать шнурок, свяжите образец ушка. Я вам в дальнейшем покажу, как он вяжется. Почему его нужно связать? Если вы будете вязать только лицевыми петлями, то вам его заранее вязать не нужно. А если вы будете вязать с наружной стороны узором каким-то, вот он, вот ушко это двойное, то вот эти петли, рисунок, который у вас здесь будет, он у вас может стягиваться, а лицевые наоборот растягиваться. И у вас тогда задняя часть будет выглядеть вот так. Вот сюда будет выходить одна сторона, и здесь будет выходить. Он не будет лежать ровно. Это сейчас у меня практически одинаково. А если вы будете вязать жгуты, какие-то араны там, то здесь у вас стянется, а на той стороне наоборот растянется, будет шире. И задняя часть у вас будет уходить наверх сюда,
и сюда, и будет некрасиво. Поэтому вы, если будете вязать каким-то узором, замысловатым, там, аранами, все-таки свяжите образец. Это мой совет. Вот даже сейчас у меня, я считаю, что одну-две петли можно убрать, потому что эта сторона немного шире. И только после этого приступайте к вязанию ушка. Вот я связала 2 шнурка одновременно. Длина этих шнурков 25 сантиметров. Теперь я перехожу на круговые спицы, тоже номер 3. Вот у нас шнурки на спице расположены таким образом, что рабочая нить с левой стороны. Теперь эти шнурки переснимаем на круговые спицы. Значит, первую петлю снимаем, вторую пропускаем и третью. А эту петлю надеваем на другую спицу. Следующий шнурок тоже первую петлю на верхнюю спицу, вторую петлю мы пока пропустим и надеваем третью петлю, а на эту спицу вот таким образом. После того, как мы надели все петли на спицы, спицы поворачиваем, верхнюю выдвигаем, вот у нас нитка впереди, эта петля у нас провязана, провязываем вторую петлю, нитку от этого шнурка убираем, берем другую, петлю снимаем, следующую провязываем. Теперь верхнюю спицу выдвигаем, поворачиваемся, вытаскиваем верхнюю спицу и провязываем еще по одной петле. Опять поворачиваемся. Нижнюю спицу протаскиваем влево. А верхнюю вытаскиваем и вяжем ею. Здесь у нас 2 петли, мы одну добавим из протяжки из середины. И вот отсюда. И за заднюю стенку провяжем. Чтобы у нас получилась скрещенная петля.
то же самое делаем на этом шнурке. Одну провязываем. Затем берем из протяжки за заднюю стенку провязываем лицевой. Получилась лицевая скрещенная, чтобы не было дырки. И лицевая. Которой спицей мы вязали, мы ее проталкиваем влево. А с которой вязали, то есть верхняя, вправо. И поворачиваем. Здесь у нас по одной петле. Значит, одну мы добавляем из протяжки. За заднюю стенку вяжем лицевой. Затем, которая была петля. И вот здесь еще из протяжки вяжем одну лицевую. Значит, вот здесь из протяжки вяжем лицевую скрещенную, затем лицевая обычная и сбоку из протяжки, причем за заднюю стенку еще одну. И у нас получилось по 3 петли с двух сторон. Опять нижнюю, та спица, которая перед нами, ее влево, а которая дальше, то есть верхняя, мы ее вправо. Передвигаем, разворачиваемся. И один ряд вяжем без добавлений. Шнурки. От шнурков нитки откладывайте подальше, а то можно не той ниткой провязать. Которые вязали спицей влево, а эту вправо. Вот эта верхняя считается спица, а это нижнюю влево. И повернулись. Значит, эту сторону мы тоже должны вязать без добавления. 1, вот здесь немножко подтягивайте. 2, 3. Отложили нитку. Проверьте, что вы то и вяжете. Так, опять нижнюю влево, верхнюю вправо протаскиваем.
провернулись. Так, берем ниточки от каждых шнурков свои. Теперь мы будем делать прибавление. Одну петлю мы будем пропускать, потому что если мы будем добавлять с этой и с этой стороны с протяжек, то здесь мы добавим, а для той стороны тоже придется здесь добавлять. Поэтому мы одну петлю провяжем лицевой, а вот здесь возьмем из протяжки тоже лицевую петлю скрещенную. Затем одна лицевая. И опять из протяжки берем и вывязываем. Спицы скользкие, неудобно. Вот эти начальные ряды тяжело вязать. Лицевая. И еще лицевая. Следующий. Опять одну провязываем. Вторую достаем протяжку. Провязываем лицевой скрещенный, обычная лицевая. И здесь тоже из протяжки. Лицевая. Так, передвигаем опять эту спицу сюда, а эту вправо. Поворачиваемся. И точно так же делаем добавление с этой стороны. Лицевая. Из протяжки. Обычная лицевая. И еще раз из протяжки. И лицевая. Второй шнурок лицевая. Дальше вяжем, как тяжело, на скользких спицах. Из протяжки лицевая. И здесь будет у нас лицевая. И еще лицевая. Так, у нас уже по 5 петель. Сейчас пойдет легче. Значит, нижнюю спицу передвигаем влево, верхнюю вправо. Повернулись. Один ряд вяжем без добавлений. Так, это мы одну сторону провязали.
Опять передвигаем спицы. Повернулись. И вторую сторону мы тоже вяжем без добавлений. Так, опять влево передвинули ту, которая перед нами, а вправо ту, которая от нас. Повернулись. И дальнюю спицу вытаскиваем. И теперь у нас уже идут прибавления. Отсюда берем лицевую петлю, провязываем из протяжки. Затем лицевыми. И перед последней петлей тоже добавляем. Отложили нитку. Здесь подтягивайте. Здесь у нас протяжка. Провязали лицевую. Дальше лицевыми. Перед последней петлей тоже вяжем из протяжки. И лицевая. Та, которая перед нами, передвинули влево, которая дальше от нас, выдвигаем вправо. Поворачиваем. И делаем прибавление на этой стороне. Здесь подтянем. Здесь из протяжки вывяжем лицевую скрещенную, лицевые. Опять из протяжки свяжем лицевую, еще лицевая. Ниточку отложили, вяжем этой ниткой. Лицевая, лицевая, из протяжки вывязываем лицевую. Опять лицевые. И перед последней петлей тоже вяжем из протяжки. И лицевая. Эту влево перед нами, которые дальше от нас, продвигаем вправо. Поворачиваемся. И этот ряд мы вяжем без добавлений.
опять развернулись. Вернее, передвинули спицу. Эту сюда, а эту туда. Смотрим внимательно, чтобы не перепутать нитки, чтобы каждый шнурок вязать своей нитью. Значит, вторую сторону мы тоже провязываем без добавления. Вот. Итак, мы идем на расширение. Итак, мы идем на расширение. Вот у нас этот треугольничек маленький. Вот он уже получился. Вот у нас шнурок. До тех пор, пока ширина не будет 5-7 сантиметров. Вот когда мы достигнем этой ширины 5-7 сантиметров, тогда будем вязать прямо. Вот. Дальше будем прямо вязать. И получится у нас ушко. Вот. Но я отказалась от узора и буду вязать только лицевыми петлями с двух сторон. Вы выбираете свой узор, как вам нравится вязать. Но, опять же, повторюсь, смотрите, что лицевая сторона съедает, если вы будете вязать узором, съедает ширину ушка. Поэтому свяжите образец, иначе у вас здесь стянет, а там будет широко. Ну вот, связала я два ушка. Вот они у меня. И длина у меня получилась вот от шнурка до конца ушка. Вот эта вот прямая часть у меня получилась 7,5 сантиметров. Что я вам предлагаю? Значит, если вы будете вязать с ушком, вы обязательно наденьте шапку или попросите, чтобы вам замерили где-то примерно от середины уха до середины подбородка. Других параметров высчитать нету. Поэтому здесь нужен замер. Теперь мы непосредственно перейдем к узору. Вот я его связала прямым полотном. Вы тоже обязательно свяжите для того, чтобы сделать расчет. Вот на таких узорах очень тяжело посчитать петли. Поскольку на этой стороне тяжело посчитать петли, вы можете ваш образец перевернуть и посчитать петли на левой стороне. Здесь удобнее считать. Что еще хочу сказать по поводу вот таких узоров рифленых. Раны, жгуты, косы. Обязательно вяжите образец, потому что здесь очень тяжело увидеть, сколько петель в 1 сантиметре. В 10 вы рассчитаете больше. Это первое. Второе. Для чего он вяжется? Именно большой. Чтобы вы увидели рисунок, как он у вас
ложится на нитках, как он смотрится. Может быть, нитки не подойдут по цвету. Данный узор обязательно свяжите еще потому, что вы натренируетесь вязать вытянутые петли, чтобы у вас они не стягивались или наоборот не были длинными. Теперь вот еще что. Значит, это прямое полотно. Я его связала, попробовала сшить. Вязала по-разному. Вот край, как в схеме было, и немножко по-своему изменила. И когда я сшила, то шов очень некрасивый получился здесь. Мне не понравилось. Поэтому я решила вязать его в круговую. Ну, кому нравится, вяжите прямым полотном, потом сшивайте. Значит, раппорт вот этого прямого узора составляет 3 петли плюс 2 для симметрии и плюс 2 кромочные. Это если вязать прямым полотном. Значит, вот это у нас прямое полотно. Если вязать по кругу, то раппорт составляет 3 петли плюс 1 и плюс 1 для соединения круга. Итак, теперь мы будем делать расчет, сколько нам нужно петель набрать для головного убора. А конкретно на 38 размер моего манекена. Вот у меня 38 размер головы манекена. И на него я буду делать расчет. Значит, у меня в 10 сантиметрах 30 петель. В 1 сантиметре 3 петли. Тридцать 38 размер манекена у меня головы минус 3 сантиметра. Получаем 35 сантиметров. 3 сантиметра мы убираем на плотность облегания головного убора. То есть 38 сантиметров это окружность головы Си. От нее минусуем от 2 до 4 сантиметров на плотность облегания. Я сминусовала 3 сантиметра. Теперь узнаем, сколько петель нам нужно на окружность головы, уже высчитанной. 3 петли в 1 сантиметре умножаем на 35. Получаем 105 петель. 105 делится на 3. Значит, мне нужно еще добавить 1 петлю, по моим расчетам, как я сказала, и 1 петлю, чтобы соединить круговое вязание. Теперь мы должны рассчитать, на каком расстоянии и сколько петель нужно для того, чтобы в шапку ввязать ушки.
Вот, допустим, у нас окружность головы, то есть шапка. Делим на 3 части. Значит, у меня 105 петель и плюс 1 для симметрии. Одну, которая у нас соединяет круг, мы пока не берем. Значит, мы 106 петель делим на 3. Получаем 35 плюс 1 в остатке. Значит, вот на эту часть, вот сюда, на лобную часть, у нас идет 35 петель. Это у нас затылок. Сюда тоже идет 35. И сюда 35. Одна петля у нас осталась. Мы ее плюсуем к лобной части. Но у нас еще есть ушки. Ушки крепятся вот сюда. После лобной части. На ушке у нас ушло 15 петель. Значит, вот здесь 15, здесь 15. Вот на эту часть оставшуюся и на эту у нас остается по 20 петель. Значит, мы должны как набирать? Набираем 20 петель, затем прикрепляем ушко, затем набираем лобную часть, опять прикрепляем ушко и добираем оставшиеся 20 петель. Ну и давайте набирать петли. Значит, в одном из видеороликов я вам уже показывала, как набирать петли от начала нити. Значит, вот короткий конец. Укладываем нить таким образом, вытаскиваем петлю. Одна петля у нас уже есть на крючке. Теперь нам нужно набрать 20 петель. Переворачиваем нитку вот так и набираем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 петель набрали. Теперь мы должны ввязать ушко. Вот они. 15 петель на одной стороне, 15 на другой. Значит, мы должны снять одну петлю, перевести на вторую спицу и 2 петли провязать вместе. Одну снимаем, надеваем на вторую спицу и провязываем вместе.
Снимаем, надеваем и провязываем вместе. Причем смотрите, чтобы со второй спицы петля не соскользнула. Итак, набираем все петли от ушка. После того, как вы набрали все петли ушка, включили в работу, набираем петли лобной части. У меня 36 петель. Точно так же набираем 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. После того, как вы набрали петли лобной части, вот эту часть, опять набираем петли ушка, включаем их в работу. Вот я прикрепила второе ушко. И теперь мы добираем уже не 20 петель, а у нас была еще одна петля для соединения круга. Вот одну петлю мы еще должны добавить, чтобы соединить вот здесь круг. Значит, набираю я 21 петлю. Набираем опять точно так же. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Вот я набрала 21 петлю. Теперь набранные петли расправьте, чтобы у вас они не перекрутились. С левой спицы петлю снимаем на правую, не провязывая. И на нее надеваем петлю с правой спицы. Все, мы замкнули в круг. И у нас получилось 20 петель с одной стороны и 20 петель с другой стороны. Теперь вяжем следующим образом узор. Первый ряд. 1 лицевая, 2 изнаночные. Одна лицевая, 2 изнаночные. Одна лицевая, 2 изнаночные. Итак, вяжем по кругу. И заканчиваем мы первый ряд 2 изнаночных, 1 лицевая. Так, первый ряд мы закончили. Второй ряд вяжем так, как на вас смотрят петли. Вяжем третий ряд. Вот у нас лицевая, 2 изнаночных, лицевая. Вот после этой лицевой, то есть после 4-й петли, вводим спицу, вытаскиваем петлю. Вот для чего я говорила, что потренируйтесь на образце. Провязываем лицевую, снимаем со спицы и на нее надеваем снятую. Вытянутая петля получилась. Затем 2 изнаночных,
и 1 лицевая. Вяжем 2 изнаночных. Вот у нас опять 4 петли, 1 лицевая, 2 изнаночных и лицевая. Вот за 4-ю петлю заводим спицу, вытаскиваем петлю, провязываем лицевую и на провязанную надеваем снятую. Вывязываем 2 изнаночные, одна лицевая, опять 2 изнаночных, 1, вторая, опять 4 петли, 2 лицевых по краям, 2 изнаночных в середине. Вот за лицевую петлю заводим, вытащили петлю, провязываем лицевую, на нее надеваем вытащенную, 2 изнаночных, 1 лицевая, опять 2 изнаночных, вот 4 петли, 2 лицевые и 2 изнаночные. Вот за лицевую заводим, вытаскиваем петлю, провязываем лицевую, на нее надеваем вытащенную, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных. И опять этот же узор. И так вяжем по кругу. Вяжем 4-й ряд. Он у нас будет считаться изнаночным. И вяжем так, как смотрят на вас петли. То есть лицевая, 2 изнаночных, 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 лицевая, 2 изнаночных. И так вяжем по кругу. Вяжем 5-й круг, он будет лицевой. Провязываем лицевую, 2 изнаночных. Теперь у нас опять тот же рисунок, то есть 2 лицевых по краям, 2 изнаночные в середине. Мы сдвигаем вытянутую петлю. Вытянули, провязали лицевую, на нее надели вытянутую, 2 изнаночных, и лицевая. Опять 2 изнаночных, вот у нас петли для узора перешли на другую спицу,
мы их перекинем. Вот так. Значит, опять тот же самый узор. За 4-ю петлю заходим, вытаскиваем, провязываем лицевую, на нее надеваем вытянутую, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных, вот 1, и 2. И так вяжем по кругу 5-й ряд. Вяжем 6-й ряд. 6-й ряд у нас будет изнаночный. Вот у нас тут ряд начинался, вернее круг. Я почему так сделала, чтобы здесь у меня не расходился шов, если который вдруг получится. Значит, вяжем лицо 2 изнанки, лицо 2 изнанки, лицевая 2 изнанки, лицевая 2 изнанки. И так вяжем по кругу. Вяжем 7-й ряд. 7-й ряд вяжется точно так же, как и 3-й. Вот 2 лицевые по краям петли, 2 изнаночные в середине. Вот этот у меня круг начинается, вот хвостик. Сразу за 4-ю завели, вытянули петлю, провязали лицевую, на нее надели вытянутую, 2 изнаночных, лицевая, опять 2 изнаночных и узор. За лицевую заводим, вытягиваем петлю, провязываем лицевую, на нее набрасываем вытянутую, 2 изнаночных, лицевая, 2 изнаночных. Вот. И у нас получается узор. Вот эти вытянутые петли в шахматном порядке. Вот ячейки получаются. Сейчас я эту петлю перевяжу. Видите? Вы потренируйтесь на образце, чтобы у вас все петли были одинаковые. Вот это вот брак. А я ее сейчас перевяжу. Это чтобы вы видели, что может случиться. Значит, это 7-й ряд. Как я уже сказала, он вяжется как 3-й. И вот так вяжем на высоту шапочки. То есть по прямому полотну. Сейчас я вам еще раз расскажу, как рассчитать прямое полотно шапочки. Теперь будем высчитывать, какую высоту, то есть до прямой линии, вот, прямо вязать, будем рассчитывать эту высоту. Берем шпаргалку нашу и смотрим, какой размер у нас есть. Вот я вязал на 38-й. Вы берете свой размер. От 38-го я отняла 3 сантиметра. У меня получилось 35 сантиметров. Глубина шапочки 14 сантиметров.
То есть это полностью глубина от бровей до макушки. Вот это вся длина. Нам нужно определить радиус донышка. Опять же, повторяюсь, я уже это рассказывала. Длина окружности Си у меня равно 35 сантиметрам. У вас будет своя цифра. Длина окружности равна, тут высчитывать легко, не поленитесь, 2πr. Находим радиус. Длину окружности делим на 2π. То есть у нас радиус будет равен 35 в числитель, 2 умноженное на 3,14 в знаменатель. И получаем 5,57 сантиметра. Что примерно равно, если округлить, 6 сантиметрам. Значит, мы теперь от всей высоты шапочки, это 14 сантиметров, отнимаем радиус 6 сантиметров и получаем 8 сантиметров. То есть я должна вязать по прямой шапку на высоту 8 сантиметров. Значит, затем пойдет у нас радиус. Вот здесь это все радиусы. И радиус у нас будет равен, как мы высчитали, 6 сантиметров. И общая высота у нас, то есть глубина шапочки, 14 сантиметров. Вы считайте, не поленитесь. Тут считать нечего абсолютно.